нас в эфире вами полюбившаяся рубрика на 7 чакр, расклад, который смотрим на вас, на вашего недоброжелателя. Как говорится, что кто отхлебывает сейчас. Так, смотрите, пока делаю выкладку, первый вариант для нормальных, второй вариант для неадеквашек. Здесь все просто. Так, по 7 карт. Что-то у вас поменялось. Слушайте, была одна программа, а поменяли на другую. Это свыше поменяли, это не ваши недоброжелатели. Ой, хорошо у многих здесь. Новые начинания, возможности как бы идут. Веретено судьбы начало плести в вашу сторону. Сейчас у вас у многих появится сильное желание осуществить ваши мечты. Энтузиазм, возможности будут открываться, да. Новые цели кто-то перед собой будет ставить, кто-то пойдет на обучение. Сохраняйте оптимизм и приспосабливайтесь. Кстати, по поводу обучения. Кому интересно, у меня все еще открыто несколько мест на индивидуальное обучение. Все желающие, обращайтесь в личку. По поводу полнолуния то же самое, ребят. Еще, в принципе, 7 дней у нас есть. Кому актуально, пишите. У кого-то из вас защита от приворота стоит хорошая. Если кто переживал, работает ли на вас, нет, не работает, не ложится. Из приворотов, смотрите, тоже, да, как бы не только в любовном аспекте его можно использовать. Поэтому наблюдайте за собой. Так, я надеюсь, там все видно вам. В принципе, должно быть все видно. Итак, поехали. Хорошо все. Ой, это отлично, ребята, отлично. Сейчас те нюансы, которые я увидела, буду разбирать. Кое-что меня тут смущает, и мы его уточним просто. И, наверное, вот так вот, потому что еще нужно место. И даже можно вот так. И вам все видно. Чудеса, да, какие? Я когда тасовала колоду, вот эта карта выпадала. Кто заметил, молодцы.
Так, по первой чакре. Защита не одна, защита хорошая. Пытались вас третьим углом сделать. То есть привороты здесь были. На кладбище делалось. А вы исцелились вашим недоброжелателям. Разрушились, короче говоря, у них все иллюзии, да? Ладно, выпало, давай. Тут, знаете, как тут показали и то, что будет с недоброжелателем, ребят, и то, что вас в жертву пытались посадить, это понятное дело. Короче, смотрите. Ваш недоброжелатель все-таки принял решение. То есть он взял, обратился, сделал то, что сделал, как говорится, да? Сейчас, секунду. Короче, сделал человек то, что сделал. Решил какие-то переклады на вас сделать, решил вас атаковать. Возможно, кому-то обращался. И знаете, как здесь внушение мыслей, чтобы вы стали жертвовать собой, то есть отдали какой-то ресурс, либо еще что-то этому лицемерному подонку. Но это все закрыто. Вот по первой чакре, по защитам, по вашим столько информации. Очень много кто вас защищает и стоит на вашей страже. По второй чакре. Показывают надменного короля, видимо, для его, знаете, как, чтобы идеальный ритуал сработал, нужно еще к вам в постель залезть. А не получается, вы позиции держите. Какая постель-то с такой помойкой может быть? У вас здесь новая энергия, новые проекты. Могут вас провоцировать на конфликты с вашим полом. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Это все из-за того, что вот человек надменный, что он там волю вам ломал. Мстит, девочки, мальчики, мстит. Мстит, боги. Мститель, блядь. Ну, короче, понимаете. Мстит. А за что мстишь? Прикиньте, подонок, а? Новую жизнь хочу. И такую связь с родом, как у тебя, хочу. Да что ты? Понятно, мстит. То есть жить в свое рыло за счет других. А потом, когда получаешь, ну, по справедливости, ты еще и недоволен. Я прошу прощения, это ты просто хуями утыкался, как новогодняя елка. Пришла пора проснуться. Ты что здесь, блядь, замашки слышите короля? Честное слово. Фу, блядь, извините. Вот так вот, ребята, по третьей чакре, по поводу финансов. Хотели, чтобы вы отреклись от своих планов, чтобы вы не открывали двери новым возможностям, чтобы вы не росли, чтобы к вам деньги не шли. Вот это, знаете, здесь внушение на то, чтобы вы переключились на какие-то, видимо, страдания. Ой, ну все, короче, элементарно, да, и при этом сливать ваши и деньги, и ресурс, еще и переклад на вас какой-то надеть. Чтобы вы не смотрели в будущее, а не простраивали планов.
Слушайте, у вашего недоброжелателя там врагов дофигища. Во-первых, у вас не один недоброжелатель, это тоже. Но мне показывают больше, что у него куча врагов с властями, это тоже может быть связано. И кое-что его ждет интересное. С бумажечками, с договорами. Будет ему дверь в будущее, блядь. Так. А попробует это обойти. Ага. Короче, ваш недоброжелатель попробует обойти эту ситуацию. Вот. Если ему захочется схитрить, тоже просматривая всякие вещи, расклады, добегая по всяким там магуям, то я вам хочу сказать, что еще один побег в сторону какого-то мага, еще один заказ. Даже и тот несчастный последний хранитель, который у него стоит один, блядь, еле дышит, и того закроют от него. Пусть бежит. Я вам хочу даже сказать так, спровоцируйте эту тварь, пускай еще больше в жернова попадает. Сердечная чакра. Я вам хочу сказать так, стоит и не шелохнется. И еще попробуют, вот побежит, я вам серьезно говорю, ой, побежит, скотина. И вот это будет последний его стук по крышке своего же гроба, понимаете? Последний гвоздик, да и сам себе, как говорится, вломит. Здесь у вас под защитой ваша 4-я чакра. Все у вас отлично. На вашей защите стоят неупокоенные души очень высокого ранга. Пусть попробуют пробиться, как говорится. Ваши недоброжелатели получат еще... Да, короче, получат то, что и получат. Мать их так. Переходим к 5-й чакре. Ребят, побольше, пожалуйста, здесь у вас открывается, знаете что? Сострадание, спокойствие, интуиция. Вот вы поддерживать можете людей очень хорошо. Вот забота ваша все. Вы как-то заботитесь о людях, понимаете? Вот вы как скажете, так и будет. Вы чувствуете эмоции других. И чутко к ним относитесь, понимаете? Колдовали, просили, чтобы у вас что-то было или с горлом, чтобы разговаривать не могли, вещать не могли, да, может у кого-то из вас тоже есть YouTube-канал. И вот делали, чтобы вы, допустим, не могли что-то там делать, с людьми общаться, не могли, видите, даже у меня горло запершило. Чтобы вы не могли, понимаете, помогать другим с помощью своих возможностей, своего дара. Знаете что, здесь человека бесит, что вы готовы заботиться о ком угодно, но не об этой швале. И это факт. 6-я чакра, ребята, здесь вы переходите на новые ступени. Вот реально, здесь трансформация идет и благополучно все. Я дальше здесь, в принципе, смотреть можно, но чисто подглядеть. Здесь по аркану смерти изменения очень могут быть жесткими для вас и по энергиям тоже, но это все к благу. То есть вот это вот мандавошка, ваш недоброжелатель, просто-напросто своими действиями запустил в вас новые трансформации. И трансформация отличная. По 7-й чакре связь с высшими силами, с Всевышним, с потоком у вас отличная. И смотрите, кто, у вас тут защита стоит колоссальная от высших инстанций, а на 6-й от низших. Понимаете?
И к вам только кто суется, особенно перекрыть ваш поток, ваши знания, коммуниздить ваши умения, сразу же приговор подписывают им. Понимаете? Тут же, не отходя от кассы. То есть товарищ вот здесь было показано, на кладбище ходил. Я вам хочу сказать так. Многие здесь смотрят люди меня очень довольно-таки уже приличных вибраций. И судя по защитам, я могу сказать так. Ваш парень или подруженция только вошли на кладбище, их уже встречали ваши. Они еще и доделать не успели. Там уже запустилась определенная работа для них. Знаете, вот специально для них как бы. Так что пускай бегают и дальше. Там о вас заботятся те, кому вы действительно, на вас большие планы у высших. Ну, давайте досмотрим. Значит так, здесь прямое указание на то, что долбите вашего недоброжелателя, лжеца этого, до тех пор, пока оно не скорючится до такой степени, чтобы сделать выводы, куда лезть стоит и где себя отстаивать, а куда лезть не нужно. Так что здесь все очень просто. Здесь работа с темными. Долбите, не стесняйтесь. Знаете, как я вам хочу сказать? Вот то, что делали, повторите. А знаете почему? Потому что вы подобрали такие ключи, при которых эта скотина активизировалась. Таким образом, это вот дало понять, что вы его достали. Вы нашли ключи, пользуйтесь. Пожалуйста. Не благодарите. Ну и давайте по последней чакре. А им на сердечную чакру все отлетает. Вот делали приворот на вас, будут вас любить. Вообще плевать, кто это делал. Вот серьезно. Будут страдать. Если кто практик здесь, по практику то же самое. Там свои обороты с практиками, с их личной жизнью, там свое, поверьте мне, получат. Да у вас власть в ваших руках. А ваш недоброжелатель хотел над чем-то, над какой-то ситуацией одержать власть. Вот никакой власти. Тем более вот такое вот. Какой ты власти там достоин, блин? Король унитаза или продавленного дивана, блядь. Так что давайте посмотрим планы этих недолюдей, даже не людей уже, на ближайшую неделю. А их высшие силы на распутье ставят, опять смотрят, что они выберут. Подлость сделать или не делать. А им еще известие придет о том, что их предали. На деньги кинут. Защит нет. Защит нет у человека. На деньги кинут. Может, попытается еще какие-то защиты там поставить. И опять же таки, неугомонное дебилоидное создание. Опять, хочу, чтобы мои враги пали. Да ты заслужил этих врагов. У тебя еще это только начало. С твоими врагами. Думаешь, плохо? Нет, нет, нет. Подожди еще чуть-чуть, сейчас кто-то снизу постучит тебе еще. Это как в анекдоте, да? И когда мы решили, что достигли дна, снизу раздался стук. Вот это про вашего недоброжелателя. Тут бы человеку, знаете, высшие силы говорят, слушай, ты глаза бы давай-ка предокрыл бы, да? Обучился бы кое-чему, только адекватному.
Потому что в твою сторону тут проклятие летит. Будет тебе такая веселуха. У тебя есть время с этим разобраться. Через подселенцев там работа будет. По 4-й чакре будут лупить, карта высший суд. Все, закрываю я эту тематику. Там куда бы ни подался. Куда бы ни подался. Поймет, что тот, кто ему что-то советовал, типа знахарь, или кто-то его там пытался защитить, оградить, или кому-то он обращался, на самом деле просто отраву в него в жизнь принес. Прям откровение ему дадут высшие силы. Договора с кем-то он заключал, кто-то его опекал. Слушайте, ваш недоброжелатель сам под приворотами. Вот так вот. Сам под приворотами сидит. На вас кидается не пойми чего. Как собака с пеной у рта. Ну, пусть кидается. Ума нема, считай, калека. Пусть получает. Собственно говоря, за счет него вы классную трансформацию прошли. Поэтому я вас здесь могу, ребята, только поздравить по этому поводу. Пускай трудятся. Вы знаете, куда вам идти и что вам делать. А у него еще все только впереди. Он даже не представляет, какие его ждут лихие повороты. Как там будут его ополаскивать в событиях и делать больно. Я у шоці. Читают молитвы какие-то, заговоры, те, что посоветовали ему Магуи, к которому бегал. Которым бегал. Ох, как говорил мне один мой знакомый. Так, ладно, ребят, теперь смотрим ваших недоброжелателей. Вот сейчас мы в принципе, и так уже часть посмотрели, но мы сейчас разберем его жизнь и подноготную. Итак, ребят, по недоброжелателям. Сейчас, чувствую, будет смешно и забавно, так как люди не понимают многих вещей, да вообще ни черта не понимают. Пытаются обойти всякими возможными путями свои наказания, не понимая, что на этом они еще больше их себе нарабатывают и будет еще жестче отработка. Иногда нужно уметь срезать свои кармические долги. Цена этого среза – ваше десятилетие жизни. Проверено. Вот так-то. Я в свое время, в 2010 году, когда узнала, как можно обойти, я на это решилась. Да, дань своя была за это. Но вот ваши недоброжелатели, они настолько эгоистичны, что не понимают этого, и тем больше еще себя заворачивают. То есть можно было проработать часть, одну какую-то, а в итоге бегут, пытаются увильнуть и накидывают на себя вот 3 таких части, понимаете? И потом по итогу, ой, это нам кто-то сделал порчу. Да вы сами себе порча, понимаете, от рождения, хочется сказать. Поехали. Инстинкт самосохранения у недоброжелателя повышен, боится за свою жизнь. В страхах сидит. В деньгах полная задница. Все, прибили. Много разговаривает о прошлом.
Сейчас посмотрим в деталях. Да, прокопаем детку. Так, во-первых, ребята, человек чего-то боится, защиты сдернуты. То есть, ну, пытается он чем-то там защищаться, оберегаться, ну, сейчас. Амулетами, талисманами. Чистки делает. Ты хоть знаешь, что ты чистишь? Ты, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Чистится. Чистится, в новое, говорит, хочу, обнулиться хочу, хорошее только себе хочу. Для некоторых из ваших недоброжелателей, здесь не для всех, кто-то уже за счет этих страхов своих внутренних начал как бы в чем-то там каяться. Сейчас уточним. Он к себе привораживал, вот именно привораживал, понимаете, по-другому вот этот вот детский сад не назовешь. Привораживал себе деньги, власть, статус. Еще там кого-то наказывал, а теперь, видимо, донаказывался, да? Хорошо, а по отношению к вам? По отношению к вам просит у высших сил исцелить его от погостной работы. Да-да-да-да. А что вы делали? А вы что-то там отправили товарищу, чтобы он приходил в себя понемножечку, чтобы у него иллюзии его спадали. То есть я бы не сказала, что вы там что-то глобальное отдали. Абсолютно. Там человек, я предполагаю, своими поступками очень много чего наделал до вас и после вас в его жизни. По второй чакре. Может быть, знаете, какой вариант? У кого-то проблемы по второй чакре, у вашего недоброжелателя ходит, возможно, по врачам. Ждет каких-то новостей, известий, либо думает исцелиться. Угу, да, новостей реально ждет. И знаете, что еще? Здесь человек боится новостей от высших инстанций, то есть, возможно, тот же врач должен заключение дать, да? И здесь еще попахивает все-таки реально биполярным расстройством личности. Человек сидит и ждет, что ему какие-то блага от высших сил придут. Что он исцелится, все у него будет хорошо, что он совершит переход, а это все иллюзии. Пускай дальше в них сидит. Что-то он там обсуждает. Может, при этом, при всем еще, знаете, у самого проблемы, как бы, да, у человека, а он еще кому-то ходит и вас обсуждает, или что он там сейчас посмотрим. Да, реально бегает по каким-то знахарям, еще о ваших проблемах, да, смотрим же на вашего, еще и вас обсуждает. Это на меня перекид сделали, переклад. Ну, наверное, если к тебе это пристало, может, как бы, ну, ты на кого-то это делал, да? Бегать пойдет по знахарям, обсуждать, как же это все решить.
Или же здесь реально выпадает врач и ждет как бы принятия решения. Вот так вот. Третья чакра, денежная, задница полная, человек жаден. Притворяется, что у него есть деньги, денег нет. Он из-за этого бесится, понимаете? Прям белочка у человека. Здесь высшая сила, ему перекрыли это все. Предают его, потому что на искушение поддавался. И здесь конкретно идет, что определенные энергии, бесы, допустим, ну давайте я пока так это назову. Я не буду сейчас копать, что там, неинтересно. Короче, определенные вот эти низкочастотные энергии на человеке сидели и все время ему говорили: а давай вот это сделай, сделай, сделай. Человек делал, поддавался на эти искушения, предавал в первую очередь себя, свою душу, свою жизнь, время своей жизни, понимаете, показывал определенным силам, что срать я хотел на свою жизнь, по сути дела, да, как бы приговоры тут выписывал, понимаете. Все он кого-то наказывает, наказатель, ясно? Для кого-то конкретно мужик здесь проигрывается. Но здесь может быть и баба, хочу я вам сказать, которая на мужских энергиях, вот реально. Там вот такая баба, понимаете, селючка, пытающаяся создать вид, что она... много чего там, только, понимаете, вся жизнь маска на морде, короче, даже без деталей. Четвертая чакра. Вот тут интересно. Любви хочет ваш недоброжелатель. Считает, что он победит какие-то обстоятельства и прям ему путь указывают какой-то. Для кого-то здесь император хочет реально восстановления отношений, любовь, гармония, либо же чтобы у него были сотрудничества, да, благоприятные, удачные. Вот так вот путь. Какой ему там путь указывают через сердечную чакру? Здесь какие-то его просьбы, молитвы, заклинания, то, что начитывал ваш персонаж, полностью закрыты. Из-за того, что он это делал, он попал в эту болячку. Здесь реально у человека болезнь. И он как будто себя обвенчал, сейчас узнаем, с подселенцами, которые закрыли его. Здесь высший суд сыграл. За то, что изучал не то. Договора заключал, видимо, с темными, сам на это не способен. Не дано тебе, ну не лезь, твою мать. Или ты хотя бы узнай вообще, как устроено это все, прежде чем ты туда ныряешь. Это знаете, как человек? Я вам сейчас объясню пример. Давайте на примере бабы. Хотя здесь и мужики, понимаете, сейчас мужики меня, ну как это, вот это я не знаю даже как это назвать. До мужчин им очень далеко. Мужик это что-то такое, это хоть, ну, рабочая сила там какая-то. А это не мужик даже, это вообще какое-то фюфля. Ой. Понимаете, в чем здесь вопрос? Человек что-то один раз попробовал, сработало, я буду вершить судьбы. И понеслось. С кем у тебя сработало? По какой причине? Что это было? Па-пара-п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 ам. Дальше, понимаете, по цепи преемственности. А зачем это? Я и так все знаю. Ну вот, собственно, тебе результаты. Тебе твоя жизнь сейчас показывает, насколько ты там все знаешь. Ни хрена ты не знаешь. Вот вообще от слова совсем. Да вызывался. Или да вызывалась, блядь. Чудес на свою жопу. И я даю вам 1000%. Сейчас это клуша.
Неважно, мужчина здесь, женщина, мужской, женский пол. Вот эта клуша еще всем бегает, давит на жалость, что оно болеет, что ему так плохо или ей. Пожалейте меня, сыскать сострадание со стороны окружения. Ой, это мне что-то сделали. Ой-ой-ой, ой, как мне плохо. Короче, понимаете, игра на публику. Вот такая еще херь идет. Вот. 5-я чакра. В детских воспоминаниях сидим, что-то там рассказываем, как когда-то было хорошо, когда-то мне везло, и удача мне сопутствовала, это меня обворовали, новой жизни хочу, я же такой духовный, просветленный, и на карту духовности карта подлость падает. В церковь хожу, значит, преклоняюсь вот этой силе определенной, да. Блин, надо как-то будет записать тоже по поводу эгрегора этого, по поводу всего. Все-таки, знаете, может кто-то глаза подоткроет из тех дятлов, которые... Вот чей это вариант, и они тут и тусуются на канале. Вшивятся. Это все вот так вот, как накрыло меня, и так мне было хорошо, я у других это воровала, жизни семьи разрушала, или разрушал, в душу людям срал. Такой я тут духовный прям вообще. Слова, блядь, нет подходящего к этой духовности, понимаете? Вот тут реально человек трепется налево и направо. Ни о чем, по сути дела. Здесь человеку к психологу бы сходить, да? Проработать как-то себя. Один вопрос вот к этому персонажу. С какого хрена ты решил, что ты достоин самого лучшего? Если ты так решил в определенный период своей жизни, так соответствуй. Здесь человек привык только брать. Все должны. Я обиженный, мне должны. Все. Ни больше, ни меньше. И я буду делать все, чтобы мне все только хорошее и долги отдавали. Сам в долгах человек погряз. Кармических, денежных, духовных. Прежде всего перед собой. А потом уже и перед вами, и перед другими людьми, которых он обманывал. 6-я чакра. Вот по 6-й чакре я хочу сказать, что здесь у человека идет состояние смятения. Почему? Потому что духи рода ему какую-то информацию дают. Они ему пытаются какой-то свежий взгляд привнести в его жизнь, в его ситуацию. Понимаете? И человек такой, да не может этого быть. Здесь обнуление некое идет. Здесь дают энергию для этого всего. Да, чуть-чуть. Вот буквально там чуточку, но дают. И даже эта чуточка уже вашего недоброжелателя в шок повергает. Понимаете? Это разве так может быть? Здесь человек обращался к какому-то магую. Здесь несколько вариантов. Обращался к какому-то магую. Определенное количество времени назад. Или не доплатил. Или что-то там, понимаете, свои моменты. Вот этот наставник ему даст по голове. Во-вторых, человек не принимает тот факт, что в его окружении самые близкие люди. Это вот самые близкие люди. Как будто бы, знаете, рассказывают, это же для твоего блага, тебе так будет лучше, а на самом деле они ему мстят. И он в это поверить не может, что, возможно, уже и тем людям, да, которые вот вашему недоброжелателю, короче,
Там своя цепь преемственности в этой всей белиберде. Все-таки надо мне этот ролик записать. Там хорошо будет. Я попытаюсь объяснить схему, по какой все работает, и как нужно быть собратами. Вот так вот. При чистках. Так вот, ваш недоброжелатель, его вот в говно превратили такие же, ну тоже неуверенные в себе ничтожества в свое время. Понимаете? И вот он, видать, думал, что эти люди ему благо несут, а на самом деле он начинает, возможно, он почистился и увидел воочию, что отомщение и обратка прилетело на тех, кто рядом с ним, и он не ожидал, что это они. Понимаете? Он ожидал, возможно, что вам прилетит, а прилетает другим. И здесь как будто выше ему, знаете, так, чуть-чуть постукивают, так приподоткрывают ему занавес, да, и показывают, гляди, что там, гляди, что есть. А он такой, не-не-не-не-не-не-не-не. Он боится признать тот факт, что, допустим, для мальчиков это ваша мама может быть, ваша сестра, ваша тетка крестная, еще какая-то баба. Для некоторых из вас действительно жена, которая вас, как вам казалось, любила, которую вы искренне любили, допустим. У мальчиков тоже есть свои моменты, не только у девочек попадаются недомужья, есть и недожены. Вот понимаете, человек думает, да нет, этого не может быть. Да может, ёпта, может. Ему уже высвечивают этих вот его врагов истинных. А у него, короче, ну, экзема на всю голову, понимаете? Он... Ну-ка, принимаешь ты это? Нет, он еще борется с этим. Нет, этого быть не может. Ну, о чем ты баранидла тупорылая? Ну и борись. Закрывается от этой информации. Прикиньте, вот смотрите, вот, ну, никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизма. Вот род, да, родовая система человеку говорит, гляди, что есть. Гляди. Перед твоим носом, блядь. А этот человек такой, нет, я не хочу на это смотреть, вон выход, вон нахуй отсюда. При этом человек требует от определенных сил и требовал благ, власти, счастья. Крал любовь, возможно, у вас должны были быть отношения, а он это украл, понимаете? Перетащил на себя. Жил за счет ресурса других людей, за счет их боли, за счет того, что издевался, предавал, обманывал, воровал. И решил, что это он тут такой богач в кавычках, понимаете, по жизни, где ему блага валятся с небес. Да нет, ты просто пользовался другим чужим ресурсом. Потому что если бы ты был наполнен, ты бы не крал, не воровал и не вампирил чужие ресурсы. Ты бы был наполнен, у тебя бы изначально это было. И я вам даю 100%. Ребята, вот ваш недоброжелатель до того, как он встретил вас в своей жизни, был ничтожеством полным. Вот серьезно. Вечно не везло, какая-то белиберда с работой. И т.д. и т.п. и 5-е, 10-е. Встретил вас... Хватанул ваше, скоммуниздил, своровал, договора заключал, по кладбищам гонял, к знахарям мы бегали, ездили, деньги тратили. То есть, ну, оно еще тут и мстит. Понимаете, оно еще и мстит. Вот это камикадзе. И вот смотрите, знаете, что меня пропаяло? Потому что я здесь слышу его род, родовую систему этих людей. Они ему показывают выход. А он такой, нет, нет, я не хочу открываться, нет, я не хочу чувствовать. А что ты не хочешь чувствовать? Не хочешь? Заставим. Не можешь? Научим. То есть, понимаете, он здесь в родовой системе, то есть его жизнь, его же выбор завели его в определенные обстоятельства. Он как будто и хочет помощи, как будто вопрошает, понимаете? Молится, что-то там читает, ищет выходы. И ему род пришел на подмогу, говорит, вот, готов проснуться? А он не, пошли вон отсюда. Как вы думаете, что сделает родовая система?
А я уже говорила, там недобрые феи сидят. Родовая система – это страшная машина. Если она примет какое-то решение, вам уже ничего не поможет. Вот серьезно, ничего. Да. Прям бежит человек от своих чувств, от своих эмоций, от своего естества. Потому что считает это как своим комплексом, понимаете? Считает, что это его недостаток. А это не недостаток. Возможно, у него в семье это считалось недостатком. Понимаете? Здесь человек, который закрывает все свои чувства, эмоции. С этого, видимо, все и началось. Ну, да, закрывался. Да, и смотрите, по 7-й чакре здесь как будто вот есть помощь идет от высших сил. Помощь. Но помощь это заключается в том, что человеку здесь причем, слушайте, а ну-ка мне интересно стало. Здесь мужская ипостась пришла. Это прям такая энергия, которая заставляет вещи случаться для новой жизни. Что она хочет донести ему? Туз кубков, представляете? Ну, говорит, ты любить должен. Ты любовь предал. Ты искренность кого-то предал, закрылся, сердечную чакру схлопнул, потом еще вот эту всю дрянь накосил в своей жизни. Мы тебя сейчас будем заставлять открывать твою сердечную чакру, дружище. А ваш недоброжелатель сидит еще и думает, если это касается ваших каких-то бывших, и думает, что вы ему привороты делаете, и бежит, делает на вас. Тем самым что? Правильно, заворачивается еще больше в рулет дерьма. Потому что здесь человек изначально отказывается открывать глаза. Ему удобно в том болоте, в котором он живет. Но он почему-то им недоволен. Вопрос, почему? Хорошо, отношение этой энергии к вашему недоброжелателю, ох ты, здесь сильная энергия идет. И что вот ты пришла, показала недоброжелателю, открыла глаза, даешь ключи, помогаешь, да, ему найти эти ключи, а что он делает по отношению к тебе? Ну, какие-то возможности, может, что-то там и берет. Но не скажу, что глобально. Заточен на бабло. Его в кубковость ведут, а он на бабло заточен. Да, смотрите, говорю, и туз пентаклей падает. Да нет, все, туза пентаклей у тебя уже не будет, дружище. Да. А он в упор нет, никаких чувств, бабло правит миром. Ну окей. И что эта энергия предпримет по отношению к тебе, если ты и так дальше будешь делать? 5 пентаклей, высшая сила отворачивается. Все, да выебывался. Извините меня за мой гребаный французский, ребят. Здесь, знаете, у меня деградируй. Расти или деградировать, это выбор каждого. Окей. Но я здесь иду, понимаете, от вот такого дерьма я уже абстрагирована, в принципе. Но вот здесь вот родовая система и высшие силы. Им просто ваш недоброжелатель в открытую плюет в лицо. К нему идет поддержка, возможно, последняя в его жизни, а он откровенно просто плюет. Понимаете? Плюет. И, ну... Я знаю, чем это чревато. И да будет так. Да будет так. И никак иначе. И так и есть. Отвернутся все. В чем помощь? Ну, прикиньте, ему тут прям подсвечивают людей, реально, то, что я и сказала, которые якобы советовали, как он считал, хорошее для него,
Это и родные, и близкие здесь могут быть. Пророчили ему будущее. И здесь прям откровение идет, что скрытый умысел от этих людей. И здесь и к кому обращался человек, и кто рядом находится. Скрытый умысел от людей. Откровение получил. О том, что потеряны охранцы на благополучную жизнь закрыты. О, все, здесь уже случилось то, что я вот здесь сказала. Здесь родовая система разворачивается от этих людей. Все. Родовая система, ангелы, вот эти вот даже род. Давайте так, я не беру ангелов, здесь даже не охранцы, здесь просто умершие из этого рода. Здесь уже охранцов нет. Там до охранцов вашему недоброжелателю еще срать и мазать несколько лет, как минимум. Здесь уже отворачиваются даже, знаете, кто? Ближайшие родственники, может, которых знал при жизни, они еще как-то там могли, знаете, слово, да, замолвить. Все, это все перекрывается. Никакого сострадания. Вообще никакого сострадания. Обереги какие-то там обвешались оберегами. Проклятие. Нате, держите на каждый свой оберег. За то, что хотели быть выше других, они соответствуете, а сами дно болота. Угу. Зависимы от мнения людей люди. Ничтожны по факту. Здесь знаете какие? Могущие орать: ой, мы из знатного рода. Любой род. Вот именно вот ваш недоброжелатель, его жизнь, его способ жизни спустил родовую систему. Если там и была какая-то задаток знатности, он слил этот вариант событий, сюжета, да, в жизни, и просто опустил родовую ветку на дно. Все. Поднять род и опустить в состоянии каждый из нас. И из рода не надо думать, что у кого-то там великий род. У каждого из нас он великий, только определенный род обречен на вымирание и уничтожение. Потому что задолбали вы паскудить. Вы все уже недостойны. На вас должна просто закрыться, схлопнуться эта дрянь, которую вы несете другим людям. Ну, вот так вот оно и будет. Да, до свидания. Доколдовались, блядь. Колдовство их не срабатывает. Им об этом дают понять, как могут. Кстати, могут давать понять через детей. Они что делают? Думают: это нам кто-то сделал. Нет, милые мои, вы сами себе все это сделали. И вы, суки, это знаете, каждый из вас. Сидите и знаете, твари. И я о своих все знаю. Мне все показали. И такие вещи есть, о которых даже страшно думать. А они это, суки, творили. Из-за их лицемерия теперь и их дети страдают. Но, блядь, видимо, здесь люди реально, слушайте, здесь уже родовая род. Вот эти все больше не говорят ничего из высших. Все, до свидания. Здесь родовая система полностью говорит: разум замутнен у людей. Разум замутнен, мы сделать ничего не можем. Слишком много лицемерия, слишком много наделано того, чего нельзя было делать. Там перекрытие. Мы не имеем права выйти даже к ним. Они хотели даров судьбы. Даров судьбы, чтобы им все люди сносили их прям на блюдце с золотой каемкой. Они тут будут управлять людьми, их судьбами, привороты, отвороты, в треугольники вкидывать, обманывать, обдалбывать. Защиты, мол, себе понацепляли и думают, это сработает. А мы им помочь уже ничем не можем. Надменные слишком, расплата за это вам будет. Слишком много лгали. Мы вас предупреждали, что вы будете впадать в жертву. Вы проигнорировали все наши наставления. Мы вас ставили на распутье, предлагали вам выбор, куда пойти, что делать, что не сделать. Вы должны были отречься от чего-то. Вы должны были... Слишком много брали от неупокоенных, ничего не отдавали взамен.
Думали только о том, как атаковать других людей, как на них воздействовать, в зависимости сажать чужое, брать, сердца разбивать, уничтожать. Все это обнулено. Слабление воли, здесь выходят темные, не только от вас, ребята. Фу, здесь выходят темные охранцы каждого человека, кого они обидели. Здесь просто родовая система, все, они закрыты, они не имеют права выйти к этим людям и помочь им. Если эти люди, как в моем случае, делали не единожды на ваших детей, на вашу жизнь, плевать, кого они там отвели, привели, дело это 10-е. Дерьмо благодарственное, кстати, вам лично от меня, дерьма реально вы лишили меня. То есть очень помогли в свое время избавиться от мусора. Но здесь были попраны другие законы. Здесь было делано, для тех из вас, кому интересно, пока вы были беременны. Да, делали насмерть. Очень не И потом делали насмерть вашему ребенку, если это ваш бывший. Знаете для чего? Потому что они отвороты херячат, а его к нему тянет. Тянет, потому что есть свои нюансы и каналы связи. Вот, тянет. И тянуть будет даже на том свете. Будут отрабатывать за то, что при жизни предали детей. Не думайте, что все после смерти закончится. Там только все начинается. А лично своим недоброжелателям я могу сказать в открытую: ребятушки, я уже договорилась, вас там встретят. И мы с вами побеседуем в открытую. При любом раскладе. Вы будете отрабатывать даже на том свете то, что не отработали в этой жизни. Все свои долги вы раздадите. Хотите вы этого или не хотите, поверьте, не вам решать. Все, что вы могли, вы уже нарешали. Вот, ребята, о ваших недоброжелателях то же самое. Здесь, знаете, как ребенка, его тянет к ребенку, а они ему это все перекрывают, он еще больше, он сам уходит в эту белиберду, сам что-то там колдует, понимаете, заказывает и тому подобное. И здесь было делано конкретно, ребят, на то, чтобы ребенка не стало. Потому что они отталкивались от того, ребенка не будет, его тянуть не будет. Все сделать, лишь бы он не попал к вам. Это если бывший. Если это не бывший и не бывшая, здесь, допустим, если ситуация с работодателем, это не ребенок, это ваш финансовый канал, ваше все новое. Когда вот вы сидели, вдалбывали несколько лет на одной работе, вкладывались, а результата не было. Вы как стояли на месте, понимаете, так и стоите. И вас в конечном итоге это подзадолбало. Допустим, если это в дружбе, то же самое. Вы какое-то начинание, допустим, продумали, поделились с человеком, оно, падла, своровало вашу идею, пошло ее организовало и жрало ваши ресурсы. Понимаете? То есть, пожалуйста, переключите на себя, на свою ситуацию. Но здесь, конечно, все. Здравствуй, 2021 год. Лично для меня 2020 год был просто замечательным. 2021 еще лучше. И дальше будет только лучше и лучше. Для каждого. Из тех, кто поднимает свои вибрации и переходит, давайте скажу так, из 3D в 5D и дальше потом. Но для тех, кто очень жадно цепляется за 3D реальность, этого не будет. Не потому, что кто-то вам там обраты кидает. Нет, ребята, вот эти недоброжелатели, они не учитывают, что меняется мир, меняются энергии бытия, меняются энергии планеты, и что они просто не властны этим управлять. Тут либо ты принимаешь и соответствуешь, либо до свидания, как говорится. Фу, такая, знаете, такое я вам хочу сказать. Такой осадок, родовая система, понимаете? Причем из рода там есть и те, которые могли бы помочь. Подойти не могут. А сейчас хочу вопрос один задать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, блядь.
Я вам хочу сказать так, ребята, я задала вопрос. Если ваш недоброжелатель все-таки, знаете, начнет как-то там хотя бы через родовую систему что-то, ну, хоть как-то, блядь, ну, реально поднимать свои вибрации, да, не на словах, а по факту, по делу, решать вопросы, закрывать свои долги, я вам скажу так, эти люди пройдут ад в этом мире. Вот в прямом смысле слова. Здесь просто 90, блядь. Вот честно я вам скажу. Здесь связь с высшими все равно закрыта. И сейчас хочу еще уточнить вот это что. Знаете, вот ваши недоброжелатели, которые решат, что они будут барахтаться до последнего, и теми методами, которые они, ну, привыкли использовать, да, многие из них вот умрут. Причем будут умирать очень страшной смертью. Тяжелой, болезненной и тому подобное. В очень больших страхах, панике. Там повылезет все по 15-му аркану. То есть человек изнутри будет просто разодран в клочья. Если же человек действительно начинает открывать свои глаза и вот, понимаете, по реальной справедливости менять, он будет пластами отдавать все то, что он делал людям. Отдавать с помощью себя, своих эмоций, своей жизни, своего блага. Здесь перекрывается все. И, понимаете, это прохождение, это урок за уроком. Они в свое время, когда воровали чужое, они не понимали, что когда ты берешь чужое, ты берешь, ты, ну, официально заявляешь Всевышнему, я беру негативную карму рода от этого человека себе на плечи. Я согласен ее отрабатывать. Вот что приходит завистники на самом деле к вам. И понимаете как? Они насобирали, попользовались буквально чуть-чуть. Вот реально чуть-чуть. По сравнению с Вселенной, да, с вечностью, там мизер попользовались. И нужно это все теперь отдавать. Урок за уроком, урок за уроком, урок за уроком. У кого был дар, стабильность отнимают, связь с высшими отнимают. И здесь вот по 15-му аркану, ну смотрите, это вообще, девочки, ну вот просто даже... Десятка жезлов, шестерка жезлов. Тяжело будет чего-то достичь. Вроде чего-то достиг, девятка жезлов. Вечные фантазии. Сейчас еще один рывок, и я прорвусь. Хрен. Только проходит вот это наказание какое-то, и буквально вот так, знаете, рукой подать до чего-то светлого в своем будущем. Башня, девятка мечей, семерка мечей, дьявол. По вот этим картам, только по вот этим картам, вот эти я уберу. Здесь конкретно вам делали, вот из вас есть люди, которые меня сейчас смотрят, вас доводили до клинической смерти. Ваши недоброжелатели. Они должны будут пережить ровным счетом то же самое. Либо наблюдать за теми, кто им дорог. То есть вплоть до того, что будут хоронить люди своих детей. Почему я говорю, не нужно лишний раз никого жалеть, Бог шельму метит. Понимаете? И думайте, кому вы помогаете. Потому что, скажу на своем опыте, как только вы пытаетесь почистить вот такое дерьмо, как ваш недоброжелатель, сразу же высшие силы будут стучать через детей. Кто из вас не услышал намеки, те не услышали.
Но я думаю, что большинство на моем канале прекрасно понимают, да, вот эту вот связь и знают, что дети никогда просто так не спотыкаются, не болеют, не чихают. Это все бредни. В садике подцепил, в школе. Вот вам. Поверьте. Пройдено все это. То же самое и по вашему здоровью. То есть джекпот. Вот действительно здесь джекпот. Я не собираюсь ванильничать, типа, это страшные новости. Нет, ребята, это новости не страшные, это гребаные факты. Вот и все. Кто слишком тонкой душевной организации, пожалуйста, отписывайтесь, либо не подписывайтесь, блокируйте мой канал и никогда сюда не заходите. У меня такая, такое не проходит, я вам хочу сказать, ребят. Да, здесь пытаются осветить вот эти темные глубины, понимаете, вот эти фантазии как бы с человека снять. Ну, я вам уже описала, что даже эти высшие сферы, которые пришли к человеку, да, на подмогу, вот так начинается же вот с мелочи, понимаете, эта помощь, и смотрят, заметишь ты, оценишь, либо нет. А здесь трэш. От родовой системы, конечно, свои моменты. Я, как всегда, желаю вам добра этого мира и помните, что всегда со всеми можно договориться. Всем пока-пока.